Привет, дорогие друзья! У нас есть одно очень хорошее событие судебное, но я думаю, что это надо будет осветить отдельно, потом чуть позже. А пока что у нас событие плохое. Событие плохое заключается в том, что несмотря на множественные заявления там, отдельных политических деятелей, к примеру, в России, да, оппозиционных, несмотря на заявления отдельных там посетителей Украины с Запада, у нас есть фашизм. Это уже не нацизм, это натуральный фашизм, причем под прикрытием государственных органов. Государственные органы в Украине покрывают фашизм и занимаются тем, что помогают фашизму, к примеру, в уничтожении инакомыслия, в нападении на мирные демонстрации и так далее и тому подобное. Наш собеседник Владимир Чемерис с моими комментариями, если позволите. Владимир, давайте начнем разговор с сегодняшней акции. Как вы можете объяснить, почему полиция имела претензии к протестующим, а 1 января к толпам людей не имела, празднующим день рождения Бандеры? Да, на самом деле сейчас полиция массово выписывает участникам акций протеста и тарифного Майдана, и антифашистским акциям протоколы по статье 44-3 Кодекса о административных правонарушениях, которое называется «Нарушение порядка карантина людей», так оно называется. Туда она записывает все, что противоречит положениям постановления Кабинета министров о карантине. Я должен заметить, что такие действия в Украине применяются полицией исключительно, не только полиция, но и служба безопасности Украины, исключительно по отношению к левым организациям, к либеральным всевозможным организациям, но никогда таких действий вы не увидите по отношению к праворадикальным организациям, нацистским и фашистским организациям. В постановлении Кабинета министров о карантине написано, что запрещаются массовые собрания. Но массовые собрания – это, например, скопление людей в торговых центрах. Это, например, скопление людей в Буковеле. Это, например, скопление людей в эпицентре, когда они покупают что-то. Но такого понятия массовое собрание в законодательстве украинском нету. Есть понятие мирное собрание. И мирное собрание гарантируется статьей 39 Конституции Украины, где написано, что граждане Украины имеют право собираться мирно и проводить митинги, демонстрации и шествия. То есть это постановление Кабмина не может никаким образом касаться проведения митингов, демонстраций, где люди высказывают свое мнение. В том числе протестных митингах против тарифов, против повышения тарифов, антифашистских митингов и других. И почему полиция начинает массово выписывать эти протоколы? Потому что, очевидно, хочет просто демотивировать людей выходить на акции протеста, любые. Так это произошло и сегодня, когда с самого утра антифашистская акция на Контрактовой площади была практически брутально разогнана. И 13 участников акции были отведены в Подольское райотделение полиции, где им соответствующие протоколы и выписали. Потом отпустили, потому что именно эта статья не передбачая арест там на 15 суток и так далее, но она говорит о штрафе от 17 до 34 тысяч гривен. Не знаю, попадут ли эти протоколы в конце концов в суд, но уже та акция, которую мы организовывали, она была запланирована на 12 часов на Михайловской площади, она состоялась, но снова-таки нас не пропустила полиция и Нацгвардия подняться на фуникулере с Почтовой площади на Контрактовую. Обычно для подавления всех выступлений левых
организаций и организаций либерального толка подключаются Нацгвардия, полиция, потому что антифашисты кажутся государству намного опаснее, чем те, с кем они борются. Акция памяти правозащитников Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, она происходит каждый год, начиная с 2009 года, когда эти люди были убиты нацистами российскими в Москве за то, что они высказывали свое мнение. Я должен заметить, что убийцы этих людей впоследствии были задержаны. И последний, который был задержан, получил пожизненное заключение. Это не Украина, где убийцы Олеся Бузины, к примеру, гуляют на свободе. Кроме того, еще и призывают к уничтожению инакомыслящих. В частности, Андрей Медведько, доказанный следствием убийца Олеся Бузины, разместил в соцсети Facebook статус, в котором сообщил, что они собрались разогнать антифашистский митинг, но полиция уже на подходе и всех запаковали леваков, как он пишет, фашисты. Полиция одна коалиция. В принципе, это все, что вам надо знать о том, как украинская власть поддерживает фашистские организации. Эта акция проходит во многих городах мира, в том числе в Украине с тех пор. Но начиная с 2016 года на нас нападают представители украинских нацистов вместе с представителями российских нацистов. Причем той самой организации, которая убила Маркелова и Бабурова. Организация называется «Боевая организация русских националистов» БОРН. Они после Майдана переехали в Украину и влились в полк Азов, сейчас он называется Нацкорпус. Я считаю, что это прекрасно. Русские нацисты переезжают в Украину, вступают в террористические организации наподобие Нацкорпуса, пользуются заслуженным уважением в Украине и действуют абсолютно безнаказанно. И так далее. То есть получился такой нацистский интернационал. И вообще Украина это и по заявлениям, по материалам, которые и в журналах американских и европейских выходит, что Украина стала таким себе международным хабом нацизма, который распространяется отсюда по всей Европе и далее. Украина, по сути, сегодня является государством-ошибкой, распространяющим идеи нацизма на территорию всей Европы. И эта проблема уже не украинская, а общеевропейская. И, к сожалению, наши европейские партнеры зачастую не видят этой проблемы или не придают ей должного значения. Хотя меня радует, что в последнее время начались публикации в ведущих средствах массовой информации Европы и Штатов по поводу нацизма, который идет из Украины. После этого акция памяти Маркеловой и Бабуровой, она перестала быть мемориальной. И она сейчас стала не столько мемориальной, сколько акцией борьбы против фашизма в Украине. Потому что проблема ультраправого насилия в Украине сейчас стоит очень остро. Мы видим массовые нападения на собрания против войны, на собрания антифашистские, на национальные меньшинства. И причем не просто нападения, это уже убийство. И когда убийцы журналиста Бузины или известный одесский убийца Стерненко, или убийцы молодого рома Давида Папа, который был убит во время нападения нацистов на ромский лагерь под Львовом. Убийцы этих людей, которые принадлежат к ультраправым организациям, они себе спокойно ходят по улице, и там некоторые даже занимают какие-то посты в общественных советах. И это просто свидетельствует об одной очень простой вещи, что все это насилие
Например, насилие против представителей партии Шария, когда в Харькове молодой человек был там избит практически до полусмерти. Против представителей оппозиционной платформы «За жизнь», когда их обстреляли из травматического оружия под тем же Харьковом, или нападение на представителей партии Шария в Житомире. Они все до сих пор не расследуются. Вполне возможно, потому что исполняют заказ власти. Люди не несут ответственности за эти нападения, и поэтому они продолжают новые нападения. И это свидетельствует о том, что на самом деле весь этот ультраправый террор в Украине происходит не просто при бездеятельности, но и при прямом попустительстве и крышевании со стороны украинских правоохранительных органов. И на самом деле ультраправые в Украине – это инструмент правящего класса для борьбы с инакодумающими и с оппозицией. В первую очередь. То есть на самом деле представители ультраправых, которые получают на выборах мизерные проценты, то есть они не пользуются поддержкой украинского общества, но на самом деле они имеют власть, поскольку им наши украинские правоохранители фактически дали возможность чинить насилие на улицах Украины. А применение насилия на самом деле это и есть власть. Зеленский предал все надежды избирателей на то, что убийц наконец-то посадят, и на то, что такого рода радикальные, фашистские, хулиганские организации будут прибраны с улиц. Но, к сожалению, сейчас им еще больше способствует полиция, Служба безопасности Украины, прокуратура, закрывающая дела против них, и суды, которые запугиваются вот этими организациями. Мы ведем мониторинг ультраправого насилия в Украине. Так вот, после президентских выборов 2019 года и после парламентских выборов это насилие упало до нуля. То есть эти ребята просто были дезориентированы. Они не знают, будут ли их, собственно, привлекать к ответственности или не будут. Через некоторое время они поняли, что привлекать их к ответственности никто не будет. И новая власть Зеленского, так же как и власть Порошенко, используют ультраправые организации для давления на инакодумающих и оппозицию. Чего стоит только опубликованный разговор заместителя министра юстиции и представителя президентской команды о том, что вот наши ребята из Нацкорпуса там могут давить на суд. Имеется в виду опубликованный мною разговор замминистра юстиции Украины с высокопоставленным сотрудником СБУ, когда они обсуждают возможность привлечения Нацкорпуса для того, чтобы запугать суд и чтобы суд принял правильное решение. То есть Нацкорпус четко находится под влиянием Службы безопасности Украины, а Служба безопасности Украины, я напомню, подчиняется президенту Украины. На самом деле давление на суд, что является уголовным преступлением в Украине, оно используется ультраправыми абсолютно полностью. И вследствие этого давления суды, которые должны быть по Конституции у нас независимые, принимают решения в первую очередь в пользу тех, кто скажет им, скажем так, администрация президента Порошенко или офис президента Зеленского. Что необходимо сделать для ликвидации ультраправого насилия? Это можно сделать очень быстро и очень эффективно. Для этого нужно сделать как минимум 3 вещи. Первое – это быстрое и объективное расследование всех преступлений, которые были совершены ультраправыми. Некоторые дела, например, по делу Бузины, уже 6 лет скоро будет расследоваться. Никаких результатов нет. Я не знаю ни одной страны в Европе, в которой доказанный убийца гулял бы на свободе, даже не находился под подпиской. Просто много лет, убив человека, он и его подельник гуляют на свободе. Дело Стерненко там
годами расследуется, никаких результатов тоже нет. Второе – это прекращение государственного финансирования ультраправых, потому что оно идет прямо из государственного бюджета. Например, Киевская городская государственная администрация прямо финансирует из бюджета так называемую муниципальную варту, в которую входят представители ультраправой С-14, которая отмечена массой нападений. И сегодня они тоже пробовали совершить нападение на участников антифашистского митинга. Финансируется со стороны Министерства ветеранов, со стороны Министерства молоди и спорта, со стороны Министерства внутренних дел. То есть просто прекращение государственной поддержки и финансирования – это очень важно. И еще один важный вопрос. Смотрите, у нас существуют ультраправые организации, которые фактически курируются одни со стороны СБУ, одни со стороны МВС. Кураторство убийц со стороны силовиков в Украине, кураторство этих организаций со стороны силовых органов должно быть в европейской повестке, в международной повестке. Потому что эта зараза расползается по всему миру. Они не желают сидеть в своем гетто, они хотят распространять эти идеи дальше, в Штаты, в Европе, везде. Вот прекращение этого кураторства и самое главное, денацификация не только украинских правоохранительных органов, но денацификация всей украинской власти и украинского общества, это на самом деле очень важно. В свое время Германия прошла через этот момент денацификации, но, к сожалению, мы сейчас находимся в такой ситуации, что украинскому обществу в первую очередь необходима денацификация. Владимир, можем с вами обсудить трансформацию президента Зеленского, в частности, в вопросе военизации. Он пришел на такой мирной риторике, обещал закончить войну, постараться закончить войну, но сейчас мы видим, что он сам подливает масло не только в противостоянии на фронте, но и на мирной территории. Почему это поменялось в нем? Что могло стать триггером? А я, кстати, не думаю, что поменялось. На самом деле, конечно, 73% украинцев, которые проголосовали за Зеленского, они проголосовали не столько за Зеленского, они проголосовали против армии, веры, мовы. И мы видим, что Зеленский просто сейчас превратился во второго Порошенко, причем даже во второго Порошенко в турборежиме. Неужели власть, президент Зеленский, его команда не понимают, к чему приводит это все? Почему все это делается? Мне кажется, индивидуально, конечно, Зеленский это понимает. Но, учитывая его, скажем так, происхождение, учитывая, скажем, всю его биографию, но такое впечатление, что он совсем не самостоятельный политик. Абсолютно не самостоятельный. И именно поэтому только тем, что ему, скажем так, показывают, куда идти, и он идет, можно объяснить то, что он согласен даже на то, чтобы его рейтинг 73% обвалился, и готов пойти на такие, с одной стороны, самоубийственные шаги. Вот Зеленский имел уникальную возможность весной и летом 2019 года опереться имея 73% поддержки, имея абсолютное большинство в Верховном Совете, имел все возможности для того, чтобы, опираясь на людей, на общественность, на украинцев, провести те изменения, которые он декларировал и которые хотел народ. В
то время, когда записывалось это интервью, мы еще не знали о том, что во Львове произошло жестокое нападение на антифашистскую акцию. Около 17 во Львове было совершено нападение на активиста анархистских и экологических движений Антона. Как он сообщает в своем инстаграм, ультраправые напали на него с ножами и молотками в общественном месте. Активист попал в больницу. Антон также сообщает, что в больницу его навестили сотрудники полиции и представители службы безопасности Украины. По словам активиста, они пытались отобрать телефон и обвинить его в терроризме. Как обычно в Украине, тот, на кого нападают, оказывается виноват. А те, кто нападают, продолжают получать награды и получать указания от офиса президента Украины. Я очень надеюсь на то, что моя любимая Европа обратит внимание на то, во что превращается Украина, и на то, как становится хуже день ото дня.